Приветствую, друзья, на канале Minsk Family. Мы семья из Беларуси, путешествуем по миру и делимся своими впечатлениями в этом видеоблоге. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом поиска лодки, то, как, где я ее искал и какой в итоге вывод я сделал, о том, какие каналы более преимущественны к поиску, какие менее, какие параметры я, например, по изначальному поиску лодки оставил и до сих пор считаю верными, а какие считаю немного неуместными. В первую очередь, для того, чтобы искать любую вещь, необходимо определить ее параметры, понятное дело, рассматривая всевозможные запросы на YouTube. Ну вот, например, там парусная яхта океанского класса. И здесь топ-5 яхт в мире, кетчи, там, всякие обзоры смотрите, для себя определяете. Возможно, следить за какими-то блогерами. Сила ветра. Мне очень нравится 5 капитанов. Замечательный канал. Ребята живут просто на лодке и с семьей как бы не собираются особо никуда ходить, но суть в том, что они такой параметр. Вы для себя определяетесь. Так вот, мы приходим к первому пункту. Это выбор основополагающих параметров лодки или катамарана. Тип лодки, ее размер, какие-то принципиальные характеристики, которые нужны в поиске. К примеру, я искал точно монохул для проживания с семьей, с детьми, возможно, какие-то гости. То есть, соответственно, мне нужно было несколько кают, мне нужен был душ внутри. Я не хотел брать лодку с румпелем, какой бы она хорошая ни была. Вот я здесь встречал, который я сказал, видео Марины Греции. Значит, берете сайт по поиску лодок, открываете страницу поиска. В первую очередь у нас длина. Вот я искал от 9 метров до, понятно, я там метров до 15-16 смотрел, но как бы я для себя определил, что метров до 12 мне больше никогда. Я не хотел брать яхту старше, чем 1980. По нижним границам, понятно, откидываем всякий шлак и ставим свои ограничения были по деньгам. Скажем, я закладывал там 20-25 тысяч и десятку сверху. В конце концов, все-таки я пришел к тому, что я бы взял лодку до 10-15 и, учитывая, что эти варианты просто были, и оставлю больше на ее рефит. Но как бы рассматриваем лодку вот в таком широком диапазоне. Как бы от 2 кабин я смотрел, поэтому остальные мне были неинтересны, но скажу вам, что иностранцы не сильно заполняют данные, могли ошибиться, там не так понять 1, 2, 3 кабины, поэтому широко рассматриваем этот вопрос. Понятное дело, только дизель, потому что несколько выбрать, выбирайте несколько. Худматериалы, опять же, здесь можно только один выбрать, поэтому ничего не выбирал я, но я рассматривал, кроме остальных, любой пластик, стекловолокно или алюминий. Вот гипси, например, чик такая вот. Для меня принципиально было отсутствие проходного туалета железобетонного, он должен быть в отдельном помещении, и несколько кают, то есть передняя и задняя, хотя бы боковая вот для детей. Вот как здесь есть каюта, где у них туалет, вот туалет тоже в отдельном помещении, даже видите, какой-то душик есть. Неплохой вариант. Например, мне бы он не подошел исключительно потому, что это румпель. Хотя кокпит значительно более обширный с румпелем, чем без. Если для вас это не принципиально, отличный вариант. Определив те параметры, которые вы в поиске как бы закладываете, вы также определяете, куда вы можете попасть за этой лодкой. Потому что регион для поиска он огромен. Вы можете искать ее в Европе, вы можете искать ее в Карибском регионе, вы можете искать ее в Норвегии, в Северной Европе, или там в Средиземном море, скажем, по определенным регионам. Там у вас есть где жить, скажем, в Греции или в Испании, или еще где-либо. Логистически, куда попасть, куда будете перегонять и в каком регионе будете использовать лодку, купив ее, неплохие варианты какие-нибудь в Карибском регионе вне сезона, это вот сейчас в сезон штормов, или там попробовать на рефит взять что-то в том регионе, вам будет необходимо, например, вернуться в Средиземку, вам захочется. Но это довольно сложный трип, насколько по-дилетантски мне известно. Значит, определили регион, определили параметры, приступаем к поиску. Где искать? Искал в
первую очередь, как и все, запрашивая там Sailboard for Sale, Yacht Vault, такие сайты, как Bo24, понятно. И вот Яхтол поиску мне казался самым, какие-то были интересные варианты. Эти вы, грубо говоря, сайты найдете и сами, облазите их. И в Англии, например, тоже. Вот в Англии есть очень много различных вариантов, но попасть в Англию, можете ли вы открыть визу в Англию, в Ирландию, большой вопрос. Если у вас есть такая возможность, то, безусловно, вы можете купить что-то приличное, потому что, опять же, в Англии был хороший вариант. Для меня очень укомплектованный ходовой лодки от хозяина, классной, за приемлемые деньги, но не сложилось у меня с ней, потому что не было возможности к ним попасть. Итак, определили параметры, определили место покупки и использования, как будете, если приобретете, как будете выезжать, в течение какого времени и так далее. Поговорим сначала о нюансах дополнительно. К примеру, сколько я не писал с любого сайта при наличии французской, вот с той же вот во Франции, Location, Франция, сколько я не писал через мессенджер этого сайта, не получил ни одного ответа за все время. Минимально. Плюс писал я по-английски. Если вы пишете продавцу из Франции, пишите либо на двух языках, либо переводите хотя бы через Google переводчик. Переводите ему на французский. Второй очень полезный нюанс для переписки — это если есть телефон, пишите мессенджер сразу же. То есть это значительно более короче. WhatsApp они пользуют хорошо, Viber, оказалось, в Греции очень распространен. Поэтому сразу пишем в личку на телефон. Если компания, тут без проблем, я думаю, не ответит. Компании отвечают. Это в их интересах. Все классно. По использованию сайтов. Если мы говорим о каких-то местных сайтах, там Fineno или Block.se, то, конечно же, мы пользуемся Google переводчиком, просто качаем себе Chrome. Третье, если там не ковыряться в настройках и в каких валютах делать предложение, показывать вам предложение, где у нас вот здесь в кронах, то мы просто смотрим, сколько же стоит шведская крона к доллару, что она вот имеет вот такой вот. 10 шведских крон, практически 1 доллар. Ну, мы берем 1 к 10, потом нюансы посмотрим. Если вот у нас 125 тысяч, значит это 11 800 стоит. Неплохо было бы, например, если у вас есть еще по использованию внутренних сайтов по месту. Мне человек на блоке «Ты Швеция» из Мальмы писал хозяину и там переговаривал. В Панаме у меня знакомая прямо звонила ему с местного номера и разбиралась. Понятно, что вы позвоните, трудности перевода, это сложно, и долго по телефону не поговоришь. Как бы вы только на этапе поиска, тут всем не назвонишь такие часы звонков. Значит, а им по месту как бы не так сложно, и зная нюансы какие-то по переговорам, девочка из Италии звонила по итальянским предложениям. В каждом окружении есть люди со всего мира. Это при поиске лодки стало более чем понятно. Переходим к самым что ни на есть информативным. Что мне больше всего понравилось и где больше всего я получил, так скажем, хороших предложений? Это местный сайт испанский Cosas de Barocas, но когда вы переводите его на английский язык международный, это сайт inautia.com. Значит, на вот этом сайте inautia.com мне очень понравилось. Сейчас мы можем какой-то выбрать по моим параметрам. Вот у меня прайс был от 4, там до 25. Я здесь находил шикарный Эллен, конечно, который уже не в продаже. Я, собственно, здесь нашел свой Дромер в Греции. Вот. Что стоит еще понимать при покупке лодки? При покупке лодки это процесс не быстрый. То есть большого предложения на этом рынке нету. И хороший вариант разбирают очень быстро. Поэтому стоит заложить себе на покупку год-полтора смело. То есть вы будете отсматривать. Периодически можно поставить на каждый из запросов почтовые уведомления. Вам будут присылаться на почту те предложения, которые появляются новые. Соответственно,
не волнуйтесь, если там при первом пробеге вам не удалось что-то выискать. Ну вот, например, Женету Анталия, Аталия, такая лодка с деньги, люди на ней жили. Это хватаем, тащим в переводчик. Так, вот так, определить за несколько, извините. А, вот видите, за эти деньги такую хорошую лодку продают только 33%. Еще один из нюансов продажи бывает долями продается. Это предложение хорошее по деньгам за 8 тысяч. С деньги и прочим продается только треть лодки по пользованию и разделению ее затрат. Евро – это распространенный вариант пользования. Поэтому имейте в виду, иногда можно увидеть какую-нибудь Баварию 51-ю за какие-то деньги. Ты думаешь, о, хватаю, а там 1/8. Условно хотелось бы предупредить еще о том, что вы можете встретить супер классное предложение, находящееся на сайте. На втором-третьем фотографии вы увидите приглашение на аукцион при покупке этого супер предложения. Но это чисто воды скаминг, как бы проходите мимо этого бесплатного сыра. Драк 9 метров смотрел, не такая частая верфь. Вот в Испании, в Малаге стоит. Что мы здесь имеем за эти деньги? Volvo Penta. Вот я имел боковая каюта, вот даже здесь две какие-то задние боковые каюты. Их можно выделить какой-то дверцей или закрыть их как-нибудь, чтобы люди могли там отдыхать отдельно. Ну, меня вполне такой вариант устраивал. Маленький двухцилиндровый Volvo Penta. Оказывается, что все красиво и сухо у него. Маленькая компания. Проходная. Это тоже вариант, который меня не сильно устраивал. Мне хотелось, чтобы у меня была кают-компания, не надо было складывать стол, чтобы пройти там в переднюю каюту. И здесь видите, тоже туалет будет проходной перед передней каютой. Но для кого это не принципиально, это очень неплохая лодка. 2, на котором часто попадаются хорошие варианты, плюс даже были варианты, которые владелец сам швед, но швед, да, а лодка находится у него в Средиземном море. Поэтому перегонять ее даже тут не надо. На эту тему тоже стоит отсматривать всевозможные северноевропейские страны, потому что лодка может находиться на хранении в Европе, прошу прощения, в Средиземке. Значит, вот одно из предложений неплохое, которое есть. Вот такая проходная каюта, все аккуратненько, кухонка, свежий моторчик. Volvo Penta свежий до 1.30 лошадей, отлично. Видите, какой красивый кокпит я вам подобрал. Здесь перевод осуществляется самостоятельно. Есть и автопилот даже. Хорошая лодка, очень обслуженная, солнечные батареи. Много-много всего. 3 бака пресной воды. Будет ссылочка в описании, я положу эту лодку в описание, посмотрите. Значит, что касается Блокска, здесь, конечно, без перевода вообще ничего не понятно, поэтому это средство передвижения, далее это лодки, далее это парусники, если вы ищете парусники, конечно, и далее это коридоры, вот у них вот такие вот, по-другому не выбрать, ну, скажем, опять же, 32-33 фута. Потом я уже понял, что меньше 30 вообще бессмысленно искать. Если мы ищем старые года, то они узковаты. Вот, можно создать наблюдение, и вам на почту будет приходить уведомление. Значит, где мы сортируем? Вот, сортируем. Сначала дешево. Все, смотрите, шлак. Помните, что десятку убираем, это цена, собственно. Ну и тут за зиму тоже выходили хорошие зимой вариантики, которые мне там выясняли. Забирали их буквально за пару дней. Как норвежская, вот мы открыли доллар норвежский. Это сайт Finn.no. Здесь также был
было предложение, которое находится не в Норвегии, даже ехать не надо, там можно было договориться и в Европе как бы посмотреть, и они приехали. Значит, отбираете все, что по параметрам вам нужно. Иногда корявый перевод. Корявый перевод, вот, например, здесь непонятно с ноги, что с ноги. Ну, это фут. Видите, фут. Вот, Бавария круизер, нолик убираем. Сколько? 100 тысяч. Бавария круизер 42-5 года. 100 тысяч. Не знаю, дорого или дешево, без понятия. Вот, 6 тысяч. Готовая к спуску 31-футовая лодка на продажу. 75 год. Альбин Баллада, тоже известная такая лодочка для начала. Люди берут, перегоняют их в Россию даже. Давайте посмотрим. У него есть как минимум радар. Это интересно. Небольшая лодочка. Но со штурвалом. Сразу штурвал, не сразу штурвал. Немножко приятнее становится. C плюс C. Кстати, в Норвегии нередко попадается именно американская вот эта верфь. Перегон, видимо, был на север. C плюс C. И хантеры частенько попадаются. Очень нравится мне. Была у них в компоновке как бы вот передняя и задняя каюта. Это стоит в частности 10 тысяч, как мы видим. 305 хороший вариант. 305 Бенитау First. Вот. Лодка была отлично подходящая по моим параметрам, за исключением румпеля. Я ее перестал рассматривать, потому что на них чаще всего установлен был румпель, а в остальном выведенные в кокпит шкоты. Классная внутренняя компоновка, мне очень нравится. Немало их достаточно приятных в обслуживании. Видите, здесь неплохо она напичкана. Получается меньше 14 тысяч. Классные лебедки. Бимини. Вот задняя каюта отдельный туалет. Все здесь так, отдельный туалет, душ, да. Ну, есть ниже решетки, душ, наверное, тоже где-то есть там. Задняя каюта отдельная с проходом собственным. Вот такая кухонка, холодильничек в отличном состоянии, мне очень нравится. Вот так вот холодильничек сделан, компрессор. Ну, как все чистенько, красиво, да, видите? Янмарчик. Янмара, да. Давайте посмотрим, что у него здесь. Янмар 20, да, хороший. Вот такие дела. Такие варианты. Очень чистенько, все красиво, обслужена навигация. Вибаста. Сундучек. Чистенько, очень красивая лодка. 14 тысяч, пожалуйста. Успехов. Так. ГЕ местная лодка. Кар ГЕ. У них есть раздел лодки. Боци. Это греческая лодка. Ой, греческий сайт. Категория. Пожалуйста, что у нас здесь? Пассажирские парусники. Давайте посмотрим вот эту с 12 тысяч. Чатам. Вот такая у нее компоновка открыта. Ну, вот переднюю можно, конечно, сделать дверцы и уединить. Что-то сзади две, чего-то два отдельно. Аналогично. Берете номер, пишем в личку и все. Очень быстрее. Очень быстрее. Мелоди 34. Моде. Вот Дромор. Это греческая верфь. Это Discovery. Вот у меня Дромор другой модели, а это Дромор Discovery. Он на валу. Другой перо руля. €15 тысяч. Что у нас внутри? Ага. Соли какой-то. Mitsubishi Соли. Мотор дизель 33. Название мотора. Здесь есть, собственно, встроена удобная
переводчик именно вот этой части описания. Лодка с своим двигателем, карта Эгейского моря. Ну, вот такая лодочка. 15 с штурвалом. Сзади 2 каюты, 1 туалет, 1 рубка и передняя закрывающаяся. Можно сбоку сидеть. Вот видите, широкая достаточно, хоть под низ, но достаточно широкая для удобства. Приятный вариант. 15. Торг никто не отменял по месту, либо даже дистанционно. Смело предлагайте, что у вас есть, и вполне возможно, что вот сейчас ближе к сезону это все начнет уменьшаться в цене, люди начнут более приятно разговаривать. Насчет Греции ходит такой разговор о том, что здесь есть некие закрытые для местных аукционы по продаже лодок, которые либо остались в маринах брошенные, якобы после людей заканчиваются путешествия, либо просто люди как бы оставляют их здесь, бросают и уезжают. Не знаю, насколько это верно. Если вы что-то об этом знаете, я буду рад, если вы поделитесь со мной. Так, Carde. На что обратить внимание помимо сайтов? Понятно, есть сайты вот первые публичные большие с наборами большими, есть местные сайты по регионам. Стоит заглянуть в Facebook группы Sales, вот. Great Sales Board for Sale. Так. Sale Board for Sale by Owner. Вот эти все сайтики можно по поиску в Гугле набрать. Вот это Great и этот Sale Board хороший, но регион у них здесь будет как раз таки либо Америка, либо Карибы. Вот на сайте здесь появляются на группе, но появляются и не только. И выскочила вот это очень приятное за 45 тысяч 2003 год Бениту. Поехали, вот он красивый, симпатичный. Вот у меня проблема, например, что в кокпите нету такого слива. Я считаю, что вот для поиска следующей лодки такой слив просто прямой, без всяких сливных труб и прочих. Просто сзади обязательно должен быть, иначе это неприятно, неудобно и лишний геморрой. В этом плане эта лодка, конечно, офигенно. Боковой проход, всякие упоры для опереться, широкий достаточно кокпит, как уже с более свежей модели, свежие 2000-х годов. Туалет, отдельное помещение, задняя отдельная каюта. С правой стороны, с левой стороны, с правой стороны рундук. Кухонька. Достойно за 45. Супер. По мне. Я бы вот потом сменился бы на что-нибудь вроде такой. По компоновке это как моя лодка, только, конечно, более свежее, приятнее. Наверное, и все. Все, что я хотел рассказать по поиску лодок.